Добрый день, подписчики и зрители канала. Столкнулся я с тем еще по осени, когда работал с минской навеской, что до того, как сломался плуг, бывало, что при работе, выдергивая плуг из земли, постоянно упирался в землю носом. В основном эта проблема заключается в колесах. С завода идут колеса диаметром 57 сантиметров. Сразу это непонятно для меня было. Я думал, так и нужно. Но, спасибо зрителям, пояснили, то колесики штатные низенькие, и лучше всего стремиться к увеличению. Но к увеличению до предела определенного. Какие есть на мотоблок колеса? Эти у меня вообще казались даже не белшина. Я думал, это белка штатная. Но завод МТЗ САС, при том, что у нас есть собственный производитель резины, пошел к российской Каме. Здесь стоят колеса Кама. Крайне дешевые, они самые дешевые, что есть на рынке. В сторону очередной оптимизации они пошли. Если Кама стоит, по-моему, что-то около 110 рублей за колесо, белшина стоит 190 рублей за колесо. А самое, что хвалят резину, это МРЛ. Резину МРЛ 6х12 диаметром уже 63,3 сантиметра. 63 сантиметра 3 миллиметра. Решил я заранее заморочиться на эту тему, отжалил денег и купил МРЛовскую резину. Да, можно было, конечно, Каму съезжать в ноль, но ведь оно же все одно за собой тянет. Низкая резина, двигатель по земле волочется часто. Картофель-копалка, когда будет работать. Как раз там, может быть, этих пару сантиметров и не хватит. Будет засоряться двигатель, попадать в воздушную систему пыль. Все же я надеюсь, что двигатель, когда висит в воздухе, он меньше повреждается. Сейчас буду бортировать, Каму помою, почищу. И не знаю, что с ней буду делать. Будет лежать, наверное, как запасная, либо вообще, может быть, продать ее. Ну, МРЛовская будет уже основная резина. Насчет МРЛовской резины есть много сайтов. Тот же Белфермер, где мотоблок отображается, что он продается именно на этой резине. Есть цена, но почему-то, как позвонишь, нету ничего. Позвонил я в этот Белфермер, просить, какие мотоблоки есть в наличии. На сайте у них есть все мотоблоки в наличии, с любым двигателем. По итогу оказалось только мотоблок МТЗ с двигателем Кёхлер 5500, по-моему, стоимость. Все остальное просто картинки. Абсурд ситуации в том, что доллар упал, доллар вернулся практически к предыдущим значениям, до февральским. В феврале он 2,54 что-то стоил, доллар сейчас он 2,70, по-моему, 2,7, а ценник, доллар растет, цена растет, доллар падает, а цена продолжает расти. Абсурд. Тем более мотоблок МТЗ, собранный в Сморгоне, почему на него цена растет как раз доллар. Причем есть вообще доллар и мотоблок МТЗ. Где-то непонятно, где наша хваленая дедоларизация. Буду пробовать эту работу впервые. Никогда ее не выполнял. Буду обучаться, самообучаться. Сблизи покажу маркировочку. МРЛ 6х12. Вот такая резина. Серьезный имеет протектор. Шире, чем у Камы. Зацеп чуть-чуть шире, на несколько миллиметров. Сначала сниму утяжелитель, гаечки на 17. Утяжелители, кстати, плохо закреплены. Слабовато гаечки зажаты. Проверяйте у себя с завода, а то я не проверил, чтобы не потерять их гаечки потом. Диск имеет две половины. Проще располовинить диск на две части и все. Стравить воздух, располовинить, одеть новую резину. Ну, как бы и все на этом. Стало интересно, какой клиренс на штатной резине. Придется назад поставить колесо. С учетом гайки для слива масла клиренс составляет 25,5. Надо снимать проставку, иначе она не даст снять колесо.
Такая у нас проставка для изменения размера колеи. Надо не забыть обязательно спустить воздух, чтобы камера находится под большим давлением, чтобы не повредить ее. Дальше идут гаечки на 13. Теперь пробуем располовинить. Разобралась. Вашу мать. Вторая сторона сидит намертво. Надо было давно резину достать, камеру. Поддается, но очень слабо. О, с помощью монтировки молотка надо было сразу работать, сразу легче стало. Но пока голова сообразит. Вот что установлено с завода. Кама 421. Хотел смазать салом. Это вместо сала. Написано с добавлением оливок. Может, даже на пользу пойдет. Мазать чем-то остальным не хочется, чтобы резина не начала растворяться. А сала нету под рукой. Блин, ну она значительно тяжелее. Заметно тяжелее. Так, направление колеса вращения. Вот стрелочка направления вращения. Ну, она-то и так понятно. Вот елочка, как расположена елочкой. Носиком вперед должна быть. Так, соответственно, берем внутреннюю сначала часть. Внутренняя у нас была с вот этой вставкой. Смазываем смазкой. Не жалеем. Все для себя. Чтоб работало долго и не стиралось. Тут все чисто. Со смазкой все хорошо входит. Даже слишком. Надо еще резину вставить. Камеру. Камера также Made in Россия. 6х12, ГОСТ 7463. Видно, Белшина совсем не хочет для собственных мотоблоков производить. Колесо новое. Надо заранее уже вставлять резину. Не той стороной вставил. Сосок-то во внешнюю сторону должен идти. А я вставил во внутреннюю. Не глядя, опять ставил камеру и опять не в той стороной. Вот же направление, а я ее опять не на ту сторону вставляю. Что-то какой-то я невнимательный стал. Камеру надо обязательно подкачать, чтобы она распределилась внутри и не мешала соединять диски. И как оказалось, надо было, в первую очередь, надо ставить сторону, где сосок, куда вставляется для подкачки шины. Потому что совместить потом отверстие сложно будет. Надо вынимать теперь ее, потому что внутри прокрутить ее уже будет невозможно. Видите, как со смазкой все? Замечательно. Очищаем от грязи, одеваем на ниппель, загоняем. Переворачиваем и соединяем две половинки. Также смотрим, здесь есть большие отверстия для крепления проставки и маленькие. Важно совместить меньшего диаметра, соответственно, с противоположными на второй половине диска с теми же отверстиями. Чтоб лишнюю работу не делать потом. Совмещать плевое дело. Тут уже все так совмещено. Лучше сразу заранее шпильками свести. Вот я не помню, в какую сторону гайки шли. Но сделаю гайки на внешнюю сторону, чтобы было проще контролировать. Ничего не потерять. Не забываем устанавливать гравировочки. Они нужны для того, чтобы гайка не откручивалась от вибрации. Вибрации хватает здесь.
Указано давление 2,5 бара. Накачал до 2,2 бара. Подскажите, для мотоблока это нормально или может быть надо чуть-чуть поменьше или побольше? Менять размер колеи я не буду. Здесь с завода установлено 60 примерно сантиметров колея, что была. На такую ширину и буду садить. По совету одного из зрителей, Андрея Андрукевича. Желательно поджимать с противоположной друг от друга стороны, чтобы перекоса не было. Здесь тоже надо равномерно поджимать, чтобы не было перекоса. С одним колесом закончили. Надо браться за второе. Для меня самое сложное в этой работе, это отсиживаю ноги, устаю быстро. Второй раз получается все значительно быстрее, когда уже знаешь, что делать, и навыки отработаны. Наверное, раз в 10 быстрее получается.
Второе колесо бортировал я значительно быстрее, на опыте уже. Ничего страшного здесь нету, все достаточно, все удобно, просто быстро. Порадовала сборка, все болты мощные, никаких там каких-то больших проблем с нарушением соосности, либо в слабом металле нет. Все отлично. МТЗ в данном случае порадовал. На одном колесе были чуть слабее гайки зажаты, на втором нормально. Как снимать диски вы видели. Второе колесо я сбортировал за 20 минут. Первое, ну, наверное, больше часа. Опыт нарабатывается. Заметно выше стал мотоблок. Сейчас замерю клиренс. Если обратили внимание, раньше я закидывал колодку под мотоблок. Сейчас я просто откатил. Клиренс, как ожидалось, поднялся на 3 сантиметра. Сейчас клиренс 28,5. По пробочку, откуда сливается масло. Ниже этой пробки только рамка опоры двигателя. Стоила она дурные деньги, эта резина индийская. Оска, она в диаметре, по-моему, вообще 75 сантиметров. Говорят, слишком высоко для плуга. Плуг надо наращивать. Возможно, этих 3 сантиметров как раз и не хватает для комфортной работы. Ну, время покажет. На удивление, из минусов Кама оказалось. Я думал, Велшина. Индийскую МРЛ хвалят. Оску трескается, говорят, и слишком высокая. Оску ставят только, наверное, для автогонок. Стоила МРЛовская сегодня на 9 апреля 500 рублей белорусских. Чудовищные деньги. $160. Это дорого. Это очень дорого. Надеюсь, она будет так же работать, как ее нахваливали. И вот для примера, насколько она отличается. Это 57 сантиметров, это 63,3. Также отличается елочкой. Где-то, вот мерю по верхней части, 25 миллиметров, а тут 20. На 5 миллиметров ширина елочки отличается. Глубина, насколько тут получится померить, глубина 25,4, 25. Глубина у Камы также 20. Ширина и глубина у Камы 20. У 25 глубиной и шириной 25.